Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Таро прогноз на 2026 год. Старинный цыганский пасьянс. События с первых дней года и до конца мая. И кто-то спросит, а почему это такой странный временной период? И точка нового отсчета 26 апреля. Конец именно апреля и еще май месяц, как первый месяц в совершенно новых энергиях. Время, когда Уран входит в знак Близнецы и выходит из вашего знака, мои дорогие. Вы можете это ощущать особенно как-то отчетливо, да, или вы уже знаете, что такое планета Уран. Предыдущие 7 лет наверняка для каждого из вас были совсем непростыми. Вот теперь он переходит в Близнецы, а в вашем гороскопе это второй дом гороскопа, который отвечает за финансы. Но одновременно с Ураном в Близнецах у нас еще и Плутон в Водолее. И у нас получается две могущественные планеты, которые обозначают трансформацию и перемены сами по себе. Они окажутся в воздушных знаках зодиака, запуская словно перезагрузку матрицы нашей судьбы. И нам неизбежно придется не только адаптироваться к чему-то, но и организовывать нашу жизнь иначе. Должна сказать, что 2026 год – это словно небесный мост между прошлым и будущим. Это как петля реальности. Физики называют петля времени, когда нарушаются причинно-следственные связи. Что мы чувствуем в этот период? Если прежде, к примеру, то есть чтобы вы понимали, именно прочувствовали этот тонкий нюанс, если прежде наша жизнь, она имела какой-то последовательный цикл, да, вот тут именно цикл этот нарушается. Теперь получается не линейный какой-то график, а запутанность определенная. Мы чувствуем, что несколько прежних периодов нашей жизни мы проживаем как будто в один момент. И это может быть достаточно сложно. Это где-то и наш опыт, и наши желания, это и наши мечты, они словно встречаются в один момент, но опыт, наверное, нас где-то предостерегает не повторить некоторые прошлые ошибки. Должна сказать, что я вообще не хотела сначала делать прогноз на 2026, потому что это непредсказуемый год. Причем стремительных событий, информации, да, тут надо иметь холодную голову, это правда. Но потом вижу, что и вы мне пишете, многие написали, и традиция как бы наших прогнозов, она этого требует. Поэтому я взяла до конца мая, потому что ну, я так вижу, вторая половина года, она будет еще более как бы в убыстренном режиме. И мы потом уже посмотрим, с чем это будет связано. Ну, давайте продолжим. И события с первых дней года на колоде цыганского старинного пасьянса. Что идет в вашу жизнь? Может быть, это те события, мои дорогие тельцы, с которых год начинается, но это будет для вас важно. Или это будет как-то оказывать влияние до конца мая. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. У меня статьи и гороскопы, и статьи по психологии. И прочитайте, информации будет больше значительно, потому что, ну, в видео, наверное, невозможно все уместить. Видео будет тогда до бесконечности. Итак, закрытый путь. Конечно, это может быть как, ну, вот уже закрытый путь, вы от чего-то отказываетесь, но больше, исходя из планетарных транзитов, скорее вы будете какие-то итоги подводить. Ретро-уран. Вот у нас и на конец года, и до 4 февраля тоже ретро-уран в вашем знаке зодиака. Уже с 4 февраля он в прямое движение перейдет. И там где-то, ну, какая-то ситуация, может быть, и будет выравниваться. Но тут, как привет из прошлого, мы скорее что-то завершаем. Какие-то дела, важные документы, что-то вы обустраиваете, чтобы не было потом каких-то сюрпризов из прошлого. Вот я больше вижу этот знак именно так. Ух ты! Ну, правда, второй дом гороскопа – финансы. Тут и сами по себе смотрите, финансы, деньги. И это как и получение денег, это может быть возможность заработать деньги. Или, в принципе, мы вот как раз я
до карт еще говорила во втором доме гороскопа. Это сама по себе концепция финансовая в вашем сознании тоже может меняться. И это то, чему нужно уделить внимание. Но колчан со стрелами. И в нашем цыганском пасьянсе это полное исполнение желаний. Ну, будем реалистами, всегда к этому призываю. Насколько полное, я не могу судить, но тем не менее что-то в вашу пользу явно складывается. Или вам удается это осуществить. Что-то будет радовать, несомненно. Что-то идет для вас в плюс. Будьте внимательны. Вот тут, смотрите, закрытый путь. А вот если мы... Есть еще такое значение, мы добавим. Маска. И тут тоже, да, соединим эти значения. Первая позиция. Это вы будете закрывать путь, как будто вот тем персонам, которые ненадежные, которые вас прежде подвели. Неизбежно, явно, вы будете фильтровать окружение. И это тоже где-то символично планетарным транзитом. Может быть, это те, которые вас, люди, прежде, ну, заставили страдать. Может быть, это те люди, которые подвели вас в самую сложную минуту. Может быть, это те люди, вот я такое тоже допускаю, что, ну, предположим, вы кому-то доверяли, вы с кем-то строили планы, а в последний момент человек словно переобулся в воздухе. Вот вы будете сводить к минимуму такие ненадежные контакты. С другой стороны, мои дорогие, это вы можете не только закрыть путь, да, чему-то, но и, может быть, вам придется иметь маску за пазухой, потому что люди разные, как будто это те, которые не говорят о своих намерениях, которые как в тени скрываются, да, пытаются нами манипулировать. Это те, которые не изъявляют в отношении нас даже какого-то негатива. Но на самом деле то, что задумал человек и транслирует, это две полярные вещи. Будьте внимательны. Не повторить какую-то ошибку. Это тоже есть значение. Потому что я так вижу, смотрите, у нас словно продолжается, да? Мельница, пустые разговоры. Вот кто-то будет много обещать, но ничего не делать. Или вот какая-то история действительно может напоминать дежавю, и ваша задача ни разу не замечтаться. Это не имеет отношения к вашему прогрессу. Может быть, кто-то, мои дорогие тельцы, все же тут у вас и деньги, и колчан со стрелами, даже этих двух значений более чем достаточно. Кто-то, видя вашу ресурсность, это ведь именно ресурсность какая-то, не обязательно денежная, это ваши таланты, что-то у вас тут по работе, по творчеству, а среди вас много творческих людей. Явно у вас что-то получается, понимаете? И кто-то, может, хочет присоседиться к вашему успеху. Или кто-то в вас заинтересован. А мы говорим, интерес сегодня есть, а завтра он закончился. Человек вам может что-то приятное транслировать, все-таки маска, да, а думать что-то иное. Не замечтаться. У вас флаг, победа. В каком-то решении вопросов или конкретном деле победа определенная есть. Смотрю, что у нас еще совпало. Согласование, скорее всего. С одной стороны, открытая книга. Ну, это организации, учреждения, так прописано в этом пасьянсе. Или какие-то официальные лица, официальные согласования. И у нас конец 2025 года. Это где-то будет продолжение вот тех тем, чем вы занимались последние месяцы. И для вас особенно последние месяцы, особенно как кульминация ноябрь и декабрь, может напоминать даже 2024 год, тоже ноябрь и декабрь, мои дорогие, потому что конфигурация Урана один в один. Это тоже ретро и в вашем знаке зодиака. Поэтому как будто ступенчато, постепенно, может быть, на протяжении всего 2025 года, вы уже приходили к какому-то выводу, что продолжать, что завершать, в чем-то вы сомневались, вам как пространство, Вселенная могла раскрывать какие-то события, чтобы вы сделали правильные выводы. Вот этот момент тоже. И вы теперь уже с точкой знаете,
В каком направлении двигаться? Или что следует, чему уделить внимание? Может быть, кто-то напрямую будет перезаключать, потому что ретро-уран– это пере всегда. Это мы перезаключаем контракты, соглашения, что-то подписываем, пересматриваем. Может быть, возвращаемся даже к решению некоторых документальных вопросов, чтобы тоже жизнь пошла с правильной ноги. Я точно так же могу предположить, что вы можете вернуться к какому-то процессу обучения. Может быть, прежняя тема, которую вы отложили в дальний угол стола, вдруг она возникнет обратно, и вы понимаете, да нет, вот именно этому следует как раз время уделить или изучить поподробнее. Ну, кто-то может иметь необходимость даже получить, к примеру, сертификат или, может быть, у кого-то виза банально, да, а у кого-то это будет связано вообще э, с оформлением, может быть, жилищных вопросов. Ну, наверное, с учетом колчана со стрелами тут может быть совершенно любая сфера жизни. Но, видимо, какие-то и важные такие вехи вы словно, знаете, как подводите итоги и уже строите планы на будущее. Очень продуктивное начало года, по крайней мере, так нам говорят карты пасьянса. И пока я с вами говорила, я смотрю, что мы можем еще соединить. Я не вижу больше совпадений, поэтому, мои дорогие тельцы, давайте пойдем дальше. Дополним колодой Таро. И узнаем, что же там о событиях будущего нам расскажут карты. И первая карта. Что идет на ваш порог? Что нового идет в вашу жизнь до конца мая? Важное событие. Или чем запомнится вам 2026 год? Что или кто появится неожиданно? Такое тоже могу допустить. И событие, которое изменит вашу жизнь или окажет влияние, может быть, и изменит вас самих, мои дорогие, до конца мая. Что будет радовать, в чем ваша сила? И достанем последнюю карту. Совет. Что нужно услышать? Что важно знать? Помнить, может быть, даже так. Итак, что ж там идет на ваш порог? События, неожиданности, стремительность, карта скорости, непредвиденных ситуаций, рыцарь жезлов. Это может быть связано даже с какой-то персоной, которая, ну, как-то случайно, неожиданно для вас, я имею в виду, словно ворвется в вашу жизнь, правда. Вот по рыцарю жезлов такое может быть. Это может быть даже просто персона, которая вам приносит какую-то весть. И вот эта информация тоже как элемент перезагрузки нового отчета. И такое может быть. И здесь, если вот все то, что я говорила до карт, тут правда, словно линейный график нашей жизни, он сбивается, превращается в какую-то, может быть, и путаницу. И вот вам придется все расставлять по местам. Но я не исключаю. Как будто и график вашей жизни уплотнится, как скорость сама, да, идет. И вам, возможно, на начало где-то или до конца мая даже, вам придется много совершить поездок, переездов. Причем это то, что вы не можете отложить на потом. Тут куй железо пока горячо. Приходит какая-то информация, кстати, по этой карте, будьте готовы к тому, что очень много будет или информационных сбоев, или каких-то самих по себе сбоев. Поэтому, ну, для вас траекторию движения нужно продумывать более тщательно, в зависимости от вашей рода вида деятельности. Почему? Потому что жезлы– это всегда дела, работы, бизнес, и откуда к нам приходят деньги. Может быть, это сбой информационных систем или что-то вот такое, да, ну, в зависимости от того, чем вы, опять же, занимаетесь. Поэтому для себя продумывать вот именно график на пару шагов вперед, как подстраховочный какой-то момент или маневр, может быть, даже так, что как вы будете поступать, если что-то идет не так. Вот вам где-то это в фокусе внимания нужно держать, ну, я бы сказала, до конца мая, ведь, по сути, это тут вопрос. Но что новое? Да тут все новое. Давайте еще одну карту, с чем это связано до конца мая. По девятке жезлов. Ну, это мы словно выходим из какого-то периода ограничений. Очень символично. Ведь это может также свидетельствовать еще и о том моменте,
когда мы прежний какой-то опыт получили. И мы это завершаем, потому что карта иногда говорит: "Ты сделал все, что мог". Это словно жизнь делится на период до и после. Вот точно. Небесный мост между прошлым и будущим. И идти вперед придется, но очень аккуратно. Вот у вас искусство, несмотря на то, что, повторюсь, какая-то скорость, турбулентность. Вот вам искусство мелких шагов. Как будто всего было 9 жезлов, да, наш герой — это воин, берет один жезл и так пытается пройти сквозь болото. Видимо, много будет того, что зыбко непонятно. И вам исследовать придется непознанную землю без карты. Может быть, это, мои дорогие, у кого-то даже в новом пространстве, местности, среди другого менталитета могут быть какие-то неожиданные метаморфозы. Научиться плавать, вот как будто, да, или наоборот, проходить какую-то топь. Но я говорю понятно и иносказательно, что нам будет помогать. Пусть в этой колоде нам, это, кстати, колода Чиро Маркетти, очень мне нравятся все его работы. Нам воин, да, показан. Но в классических колодах это чаще воин с перевязанной головой. Шишек он уже где-то набил. То есть опыт прежний, он вам будет помогать. С чем это связано? Что же там новое такое? А вы знаете, и жизнь, и работа, и финансы, или откуда они к нам приходят, и кубки, эмоции. Не соскользнуть в какой-то альтруизм. Вот, кстати, 2 карты могут говорить о том, что вы включались в какие-то дела, как знаете, по велению сердца и души. А вот здесь, мои дорогие тельцы, какая-то другая форма осознанности, потому что иногда по этой карте проходят бесплодное ожидание, пустые надежды. Какой-то, знаете как, ведь королева кубков, да, это карта любящего человека, но это еще и альтруист. Причем тот альтруист, который доходит до самопожертвования. А рядом как раз девятка жезлов. Кто-то из вас мог оказаться именно из-за того, что вы видели обстоятельства, реальность в каком-то одном свете. Или вы были в своих собственных предубеждениях, а потом вам это где-то не помогло. А вот вы теперь как будто можете именно столкнуться тоже с какой-то скоростной такой палитрой развития событий, и не должно быть пустых ожиданий или надежд. Но у кого-то я могу сказать, что и выход из одиночества может быть. Не исключаем, что все-таки полное исполнение желаний. Но вот, наверное, какой-то путь вам придется пройти все же, как вот этому воину, да, искусство мелких шагов, и тогда праздник точно будет. Разобраться, да, в какой-то путанице вы сумеете. Следующая у нас карта — важное событие или чем вам запомнится. Ух ты, да правда. Чем запомнится 2026 год? Любовь, мои дорогие, а я бы сказала, не только. В целом это как укрепление ваших собственных позиций, благополучие. Вам нужно видеть, ну, как минимум на пару шагов вперед. И это не значит, что вот прямо так оно и будет. Нет, это как мы поставили цели, мы так ступенчато, постепенно идем к этой цели, корректируя, опять же, наши планы. Вот это лучезарная дельта, которую изобразил Чиро Маркетти как глаз. Она как раз и свидетельствует: вот ты немножко наперед смотри, спрашивай у себя, телец, а зачем мне это нужно? А может быть, стоит попробовать? Хорошо, я попробую. А какого отступного маневра я при этом буду иметь? Понимаете, вот есть такой момент, когда все-таки вы себя должны беречь. Поэтому у нас и лучезарная дельта. Уметь вот именно предвидеть, слушать свою интуицию, безусловно. И мы как раз столкнемся в этот период, когда что-то не поддается логике. Как мы говорим, ни в какие ворота не лезет. Правда, вне тех рамок нашего представления, восприятия, как это было прежде. Но, тем не менее, оно имеет смысл. Туз кубков, счастье, любовь, какие-то важные встречи, новые люди. А здесь у нас еще и рыбы. А рыбы, мои дорогие, это один из символов. Ведь, ну, согласитесь, сам по себе символ знака рыб — это как 2 рыбы, которые вот изображены в разные стороны плывут. И это означает финансы и путешествия. Поэтому у кого-то поездки, перемещения, то есть это будет важно, и вам это будет нравиться. И финансовая тема, но в конечном итоге
Вы правда тут какие-то победители, мои дорогие. И вот этим запомнится вам 2026 год. Что или кто появится неожиданно? Напоминание какое-то о прошлом, с какой-то историей. Вот мы с вами долго, я уже не повторяюсь, говорили по первому, да, что идет на ваш порог, что идет в вашу жизнь нового. Тут что-то новое, которое отталкивается от старого. Нельзя повторить какой-то прежний опыт. Нельзя быть наивному, доверчивому. Нельзя терять время. Нельзя просто так довериться. И у вас здесь маска, мои дорогие. Это с чем связано? Или с какой сферой жизни? Что или кто появится неожиданно? Ну, может быть, будьте аккуратны к новым знакомым. Здесь нам могут петь дифирамбы, правда. Часто по рыцарю кубков вы можете столкнуться, даже, знаете, вот мы говорим, бабочки в животе, вроде бы такие эмоции приятные. Или любовь с первого взгляда, или какие-то признания, может быть, и, знаете, проявление чувств. Но все же рыцарь кубков не говорит, что это будет продолжено на долгий период времени. Насладиться моментом, да, но не замечтаться. Я уже где-то об этом говорила. Как к новым знакомым, к новой любви. Будьте внимательны. Что еще идет в вашу жизнь? Ну, может быть, это человек буквально, да, король мечей. Тот, который рожден под знаком зодиака, стихии воздуха как раз. Это у нас близнецы, это водолей. И посмотрите, Уран, который в Близнецах, ну и пусть это где-то ближе к концу апреля, да, но, может быть, какая-то любовь у вас тут, или чувства, может быть, уже с вашим партнером, как вспыхнут с новой силой, но все равно не замечтаться. А может быть, это встреча, потому что Уран меняет Близнецов, а Плутон меняет Водолеев. Ну, может быть, и весы все-таки, да, если мы просто так немножко перенесем эту карту как стихию на гороскопы. Или это тот человек, который асцендент имеет. Не все люди знают асценденты свои, да, потому что для этого нужно знать четкое время рождения. Может быть, это также нам говорят о том, что, мои дорогие, что или кто появится неожиданно. Ведь очень емкая карта «Король мечей» – это карта еще отчасти закона, порядка, оформления документов. Опять же, да, когда вы будете оформлять, переоформлять, а может быть, уже и какой-то новый ракурс возьмете, это уже, возможно, где-то в мае месяце, хотя, может быть, и раньше. И вы будете, допустим, консультироваться у юриста или адвоката. Вам что-то нужно сделать по закону. Ведь это карта того лица, который действует в рамках собственных полномочий или как по протоколу, или как, ну вот, то, как ему вот доверено, да, поступать. К примеру, официальные лица, какие-то инстанции тоже могут проходить по этой карте. Или дома вы будете что-то улучшать. Иногда люди вот узких именно профессий, направленностей, иногда врачей проходят. Или дома, если мы сказали, то это какой-то узкий специалист переделать там, ну, самые насущные вопросы. Сменить проводку, да, водопровод. Ну, я вот так вот говорю, у кого-то ведь это тоже вопросы жилища, которые будут сопряжены с тем, что и подписать какие-то документы, ну и сделать ремонт. Ну, почему нет? Это тоже ремонт, это целая веха, я бы сказала. А у кого-то человек, который будет именно связан с чувствами. Ну ладно, давайте еще одну карту последнюю достанем, кто или что появится неожиданно. Правда, дом. Вопросы дома, вопросы пары. Но как-то вам нельзя замечтаться. А вы знаете, тут к вам может какой-то человек из прошлого вернуться. Вообще четверка жезлов о хорошем продолжении говорит. Ну, есть и десятка мечей. Мы все разные, правда? Может быть, это вы будете переводить ваши отношения, мои дорогие тельцы, как на новый уровень. Да, у нас впереди. Тем более выпал туз кубков. Это как что-то новое с какой-то, может быть, перезагрузкой или важное событие, которое идет в вашу жизнь. Но четверка жезлов – это праздник после победы. И вопросы дома, семьи, пары. Очень добрая карта. Карта стабильности, карта якоря. Следующая карта – событие, которое изменит вашу жизнь до конца мая. Мир. Весь мир, как будто границ уже нет. Вот они прежде у вас были.
Ну, как-то так. Либо вы сами их преодолеваете, но я точно так же. Это все-таки старший аркан. Внешние события складываются, что преград будет меньше. Ваша популярность, вот, мои дорогие, не случайно, опять же, полное исполнение желаний. Хочет телец популярность, пожалуйста, лавровый венок. Хочет где-то власти или более такого значимого положения в обществе. И, пожалуйста, тут у нас лев. Хочет телец денег, да, или финансового достатка. А все-таки деньги – один из способов взаимодействия с миром. Видимо, для вас это будет важно. Карта подтверждает, что где-то телец будет готов к урану, именно который будет касаться второго дома гороскопа и материальных вопросов. Здесь буквально телец с крыльями. Правильная работа с информацией. Может быть, это и личная жизнь тоже. Вот вам предстоит, мои дорогие, события, которые изменят вашу жизнь. Да тут все меняется. Но это когда препоны, границы, все это падает. Когда сама по себе карта мир, больше уверенности, больше спокойствия в дне сегодняшнем, в завтрашнем. Ну, может быть, поначалу, вот почему я не стала делать на 2026 год. Я говорю честно, потому что это такие метаморфозы, ну, невозможно это вообще предвидеть. Ну, и надо сказать, любой прогноз – это, ну, такое дело относительное. Тем не менее, по астрологическим транзитам, а ведь у вас тоже ожидается более такой стабильный период жизни. Ну, может быть, поначалу еще какие-то турбулентности есть. Вы выстраиваете собственное счастье и благополучие. И словно высшие силы вам помогают. Что будет радовать, в чем ваша сила? В изучении новых наук, умении идти вперед. Может быть, будет вас радовать конкретно ваш ребенок. Ну, может быть, или ваши дети, ваши внуки, иногда домочадцы, да, это младшее поколение. Может быть, для тех, у кого детей нет, это ваш какой-то новый жизненный этап, мои дорогие. Это вообще ко всем относится. Вас вот это значит все каким-то образом будет радовать, понимаете? И если прежде, вот, когда Уран был в первом доме гороскопа, он многое изменил, как будто сломал. Но, наверное, самое главное, мы должны понимать, Уран у нас никогда не забирает того, что может быть продолжено, что может быть как наш прогресс. Уран ломает в первую очередь восприятие нашей жизни, восприятие именно. И, может быть, оглянувшись назад, в мае месяце вы скажете, а оглянуться вы можете даже на 7 лет назад. И несмотря на какие-то сложные периоды жизни, вы скажете, и я теперь понимаю, зачем это было все нужно. Правда, насколько я изменился или изменилась, насколько я нахожусь далеко от своего какого-то первоначального статуса. Здесь ведь вы и статус тоже можете поменять. Карта совет, что нужно услышать и важно знать. Шикарная карта. Правда, у кого-то перемены в личной жизни будут тоже, правда. Ну, конечно, тут мы все разные, у кого все хорошо, тут может быть еще только лучше. Но смотрите, карта всегда, король кубков, дает совет. Не смешивая как будто эмоции и решение рациональных дел, вопросов. Вот, видимо, этот баланс его нужно держать в самом себе. Где-то мы говорили с вами об этом по тузу кубков. И каковы бы ни были волны, всегда находится как на каком-то постаменте, да, или вот в кресле, на троне. Король кубков – это материализм, это вот все равно есть какая-то основа. Но есть и кубки, есть и эмоции. И это единственный персонаж в колоде, который умеет не добавлять эмоций в дела рациональные, которые требуют экспертизы, холодной головы. И наоборот, те дела, чувства, да, это именно то, что касается личной жизни. Король кубков умеет дарить любовь и принимать эту любовь. Поэтому тут нельзя быть, знаете, таким прагматиком сухим в вопросах именно сердечных, душевных, личных. Но и эмоции нам создадут путаницу, если мы добавим, к примеру, вопросы финансов или каких-то наших задач, достижений. Вот таким был прогноз до конца мая 2026 года. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы. А я благодарю за ваши комментарии, душевные. И
такие, которые вот соотносятся с тем, что происходит у вас в вашей жизни. Для меня это очень важно. Для меня это как поддержка. И оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите на мой сайт, ссылки в описании под видео. Читайте мои публикации, ориентируйтесь, следите за ними. А я вас люблю. И вы, мои дорогие, будьте счастливы, будьте любимы всегда.